Есть место старше письменности, старше колеса, старше первого известного города, старше пирамид, Стоунхенджа и шумерских царей. И оно выглядит как храм. Это Гебекли-Тепе, древний комплекс на юго-востоке Турции, где из земли поднимаются массивные Т-образные каменные колонны. На них вырезаны змеи, лисы, кабаны, птицы и хищники. Все это было создано примерно 11,5 тысяч лет назад, в эпоху, когда люди, по привычной исторической схеме, еще не должны были строить ничего подобного. У них не было письменности, металла, городов, колеса и государства в нашем понимании. Но у них было что-то, что заставило их собраться, вырубить камень, перенести его, поставить вертикально, украсить символами и создать место, которое до сих пор выглядит слишком сложным для своего времени. Самое странное в этой истории даже не возраст Гебекли-Тепе. Самое странное, он оказался не один. Рядом начали находить другие древние места, другие холмы, другие каменные сооружения и другие следы той же ранней культуры. И тогда вопрос стал намного опаснее. Что если цивилизация началась не там, где мы привыкли думать? Что если до городов уже существовал другой мир? Без царей, дворцов и письменных архивов, но с ритуалами, символами, архитектурой и памятью. Мир, который исчез так давно, что мы до сих пор не умеем правильно его узнать. Нас учили простой схеме. Сначала человек был охотником, потом начал выращивать зерно, потом построил деревню, потом город, потом храм, потом появились жрецы, правители, законы и письменность. Схема удобная и логичная. Сначала еда, потом все остальное. Но Гебекли-Тепе ставит храм почти в самое начало этой цепочки, и это ломает привычный порядок. Если люди до полноценной городской жизни уже строили монументальные ритуальные комплексы, значит храм мог появиться раньше города. Значит идея могла прийти раньше государства. Значит человеческое общество стало сложным не только из-за хлеба, торговли и власти. Возможно, людей собрал не рынок и не приказ правителя, а страх, смерть, небо, животные, память о предках или что-то, чему у нас уже нет точного названия. Представьте группу людей 11 тысяч лет назад. У них нет подъемного крана, чертежей на бумаге, бронзовых инструментов, чиновников, письменных приказов и строительных ведомостей. Но им нужно вырезать из известняка тяжелые столбы, доставить их на место, поставить вертикально, обработать поверхность, вырезать на ней животных и организовать пространство так, чтобы оно работало как единое целое. Так не возникает случайная стоянка. Так возникает общество, в котором уже есть порядок, замысел и общая цель. Вот здесь появляется первая неудобная мысль. Если у них была организация, символы, ритуалы, архитектура и общий замысел, почему мы так уверенно называем их доцивилизационными? Может быть, дело не в них? Может быть, дело в наших критериях? Мы признаем цивилизацией то, что похоже на нас. Города, власть, письма, налоги, армии и дворцы. А если ранний мир был другим? Если его центром был не дворец, а святилище? Гебекли-Тепе находится недалеко от города Шанлы-Урфа, в юго-восточной Анатолии. Снаружи это просто холм. В этом есть почти издевательская простота. Сухая земля, камень, желтая трава, обычный пейзаж Турции. Но под этим пейзажем скрывалось место, которое заставило пересмотреть начало человеческой истории. Внутри комплекса круглые и овальные сооружения. В центре крупные Т-образные колонны, по краям другие каменные столбы. На них рельефы животных. Не домашних, не коров и овец, не мирного скота, а дикого мира. Змей, кабанов, лис, птиц и хищников. Это мир, в котором человек еще не стал хозяином природы. Он живет рядом с ней, боится ее, наблюдает за ней и, возможно, поклоняется ей. Гебекли-Тепе не похож на памятник земледельцев, которые благодарят поле за урожай. Он больше похож на место людей, которые еще помнят дикость мира. Они стоят между старым образом жизни и новым. Они еще не построили города, но уже строят святилища. Они еще не пишут историю, но уже оставляют символы. Они еще не создали империю, но уже создают пространство, куда, возможно, приходили люди из разных групп. И главный вопрос здесь простой. Зачем? Если жизнь тяжелая, если нужно добывать пищу, следить за животными, выживать в нестабильном мире, зачем тратить столько сил на камень? Камень не накормит, не согреет и не защитит от болезни. Но человек все равно его ставит. Значит, для него это было важнее прямой пользы. Именно здесь Гебекли-Тепе становится не просто археологическим объектом, он становится зеркалом. Потому что показывает, человек стал человеком не только тогда, когда научился считать зерно. Он стал человеком тогда, когда начал строить ради смысла. Один древний храм еще можно было бы объяснить исключением.
История знает странные вспышки. Одна группа могла оказаться необычной, один регион мог дать случайный скачок, один комплекс мог быть результатом редкого сочетания обстоятельств. Так было бы удобно. Но потом вокруг Гебекли-ТП начали появляться другие имена. Карахан-ТП, Сайбурч, Сефер-ТП и другие объекты региона, которые сегодня все чаще называют «каменные холмы». После этого Гебекли-ТП перестал быть одинокой загадкой. Это уже не один холм, который можно отложить в сторону и сказать «странно, но бывает». Это целый культурный ландшафт. Карахан-ТП особенно важен, потому что он не просто повторяет Гебекли-ТП. Он показывает, что в этой ранней культуре были разные формы, разные решения, разные пространства. Там тоже есть каменные элементы, вырезанные зоны, странные человеческие и животные образы. Это не копия, а продолжение какой-то общей традиции. А традиция – это уже не случайность. Традиция означает, что знания передавались. Кто-то знал, как выбирать место, кто-то знал, как работать с камнем, кто-то знал, какие образы важны, кто-то знал, где должен стоять центр, кто-то учил других. И если это происходило не в одном месте, а в нескольких, значит перед нами не одиночная вспышка, а более широкий мир. Не обязательно городская цивилизация, не обязательно царство, не обязательно государство, но точно не хаотичная толпа людей, которые случайно собрались вокруг костра. Теперь вопрос звучит иначе. Не как один храм появился слишком рано, а сколько таких центров существовало, прежде чем мы вообще начали понимать, что искать. Представьте себя на этом месте не как туриста и не как зрителя документального фильма, а как человека, который стоит перед Т-образной колонной в жарком воздухе юго-восточной Турции. Перед вами камень, которому больше 11 тысяч лет. Вы можете почти коснуться следа человека, имя которого исчезло задолго до всех известных царей. Этот человек не знал Египта, Вавилона, Рима и ни одной страны, которая потом назовет себя Великой. Но он знал, что этот камень должен стоять именно здесь. Он видел в нем смысл. И этот смысл был настолько важен, что пережил его самого, его семью, его язык, его народ и весь его мир. А мы стоим перед этим камнем и не можем прочитать его. Вот в этом настоящая тайна. Не в том, что древние люди якобы не могли это построить. Могли. Вопрос в другом. Что именно они построили? Храм? Место памяти? Центр собраний? Погребальное пространство? Сцену для ритуала? Карту мифа? Памятник катастрофе? Мы видим форму, но потеряли язык. И тут появляется поздний Дриас, реальный климатический период, который начался примерно 12 900 лет назад и длился больше 1000 лет. После окончания ледниковой эпохи планета постепенно теплела, но потом климат резко изменился. В северном полушарии снова стало холоднее. Для человека того времени это был не график температуры, а разрушение привычной жизни. Менялись животные маршруты, растения, сезоны, источники пищи и места, где можно было жить. Если ранние сложные сообщества уже существовали, такой удар мог не уничтожить их за один день, но сломать сеть, на которой они держались. Не нужно представлять небоскребы, рухнувшие от катастрофы. Гораздо реалистичнее другое. Сезонные центры перестали работать, люди ушли с привычных мест, старые ритуалы потеряли смысл, группы распались, память осталась только в образах, а потом и образы стали непонятны. Так исчезают не города, так исчезают миры, которые еще не успели стать городами. Если такой мир был, археология увидела бы от него очень мало. Дерево сгнило, кожа исчезла, легкие постройки рассыпались, языки умерли, имена исчезли. Остался камень. Именно поэтому Гебекли-ТП выглядит как обрывок огромной истории. Не как начало с нуля, а как фрагмент чего-то уже развитого. Но климат – только часть картины. После ледникового периода поднимался уровень моря. Лед таял, вода наступала, береговые линии менялись, земли уходили под воду. А люди всегда тянулись к воде. Реки давали пищу, берега давали движение, мелководья давали рыбу, долины давали маршруты. Вода соединяла группы лучше, чем сухая пустыня или горы. Если ранние общества жили у древних берегов, часть их следов сегодня может лежать там, где обычная археология почти бессильна – под водой. И здесь возникает неприятная мысль. Возможно, мы ищем начало цивилизации только там, где его удобно искать. На суше, на холмах, в местах, где слои сохранились. Но если важная часть ранней истории ушла под воду, наша картина всегда будет неполной. Не потому, что кто-то скрывает правду, а потому что сама планета закрыла часть архива. И это сильнее любой конспирологии.
Потому что против диалогии не нужен заговор. Достаточно времени. Многие древние культуры рассказывали о мире, который был до нашего мира. О первом времени, погибших предках, великой воде, катастрофе, после которой все началось заново. Конечно, мифы нельзя читать как прямой археологический отчет. Они не дают точных дат и координат. Не говорят иначе, через образы. Вода, холод, гибель, небо, звери, предки и новое начало. Когда археология находит реальные следы ранних сложных обществ, примерно в эпоху сильных климатических перемен, мифы начинают звучать иначе. Не как доказательства, а как эхо. Возможно, люди действительно хранили память о катастрофах, которые меняли их мир. Не в книгах и летописях, а в рассказах, ритуалах, камнях и образах животных. Со временем смысл терялся. История превращалась в легенду, легенда в сказку, сказка в просто миф. А потом археолог поднимает из земли камень, которому 11 тысяч лет, и вдруг становится не так просто смеяться над древними рассказами. Самое важное в Гебекли-Тепе не то, что он старый, и даже не то, что он красивый. Самое важное, он показывает, что наша старая модель слишком грубая. Мы привыкли думать о цивилизации как о наборе признаков. Город, письменность, правитель, армия, налоги, дворец, закон. Но это признаки уже оформленной цивилизации. А что было до нее? Что было в момент, когда человеческие группы уже стали сложными, но еще не превратились в государство? Может быть, именно такие места, как Гебекли-Тепе и Карахан-Тепе, показывают нам эту промежуточную зону. Не дикость, но еще не Шумер. Не город, но уже центр. Не государство, но уже организация. Не письменность, но уже символическая система. Если так, начало цивилизации было не точкой, а длинным процессом. С попытками, провалами, исчезновениями, возвращениями и забытыми главами. История не шла по прямой. Она могла делать шаг вперед, потом исчезать, потом начинаться заново в другом месте и под другим именем. Фраза «цивилизации до цивилизации» не обязательно означает тайную империю с неизвестными технологиями. Это слишком простая фантазия. Настоящая загадка тоньше. Речь может идти о ранних сложных обществах, которые не вписываются в привычные категории. Они могли не иметь городов, но иметь центры притяжения. Не иметь письма, но иметь символы. Не иметь царей, но иметь ритуальную власть. Не иметь постоянных храмовых государств, но собирать людей вокруг мест, которые считались священными. Если они исчезли, мы могли долго не замечать их следов, потому что искали не то. Мы искали города, а они оставили холмы. Мы искали тексты, а они оставили зверей на камне. Мы искали царей, а они оставили молчание. И теперь это молчание приходится расшифровывать. Финальная загадка. Гебекли-Тепе не в том, как древние люди смогли вырезать каменные столбы. Это сложная задача, но не невозможная. Главная загадка – зачем они это сделали? Зачем общество без городов тратит огромные силы на ритуальный центр? Зачем люди, которым нужно выживать, создают место, пережившее 11 тысяч лет? Зачем они изображают опасных животных? Зачем выбирают именно такие формы? Зачем потом некоторые сооружения засыпают? Что они хотели закрыть? Что хотели сохранить? И почему это место появилось именно на рубеже, когда старый ледниковый мир уходил, а новый мир земледельцев только начинался? Ответа нет, есть только версии. Возможно, Гебекли-Тепе был храмом, возможно, местом памяти, возможно, центром собраний, возможно, частью огромной ритуальной сети. Возможно, следом общества, которое не стало цивилизацией в нашем понимании, но было гораздо сложнее, чем нам удобно признавать. Мы любим думать, что современный человек – вершина истории. У нас спутники, компьютеры, небоскребы, нейросети и атомные станции. Мы смотрим на людей каменного века как на начало, как на черновик, как на грубую первую версию нас самих. Но Гебекли-Тепе говорит другое. Может быть, они не были черновиком? Может быть, они были другой формой человеческой сложности? Без металла, но с камнем. Без письма, но с символами. Без городов, но с центрами. Без архивов, но с памятью. И если их мир исчез, это не значит, что он был примитивным. Это значит только, что он был плохо защищен от времени. Цивилизация может исчезнуть почти полностью. Не обязательно оставить после себя библиотеки, карты и дворцы.
Иногда от целого мира остаются только каменные столбы, изображения зверей и вопрос, который переживает тысячелетия. Гюбекли Тепе молчит больше 11 тысяч лет, но это молчание звучит громче многих хроник, потому что оно заставляет признать. Возможно, мы знаем не начало истории, а только ту ее часть, которая случайно сохранилась. И если общество не оставило письменности, металла и городов, имеем ли мы право называть его примитивным? Или это просто цивилизация, которую мы пока не научились узнавать?